И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас Kia Sorento. — 2015 года выпуска автомобиль. Опа. Пробег 95 тысяч по одометру. Автомобиль у нас на механике. Это вообще крайняя комплектация. Таких я очень редко видел, что именно на механике. А в основном они все автоматные идут. Так, ну что у нас? Расход масла. Ну и, естественно, полная ревизия мотора будет. То есть вкладыши, насос. Вкладыши здесь стоять будут эти вот страшненькие, которые непонятно из какого состава сделаны, стираются, потом проворачивает их и так далее. Пошло-поехало. Будем это дело все выкидывать, ставить нормальные. Ну и насос на КД. По цилиндрам померим, посмотрим, почему там расход масла начался, выработка, не выработка, конус, эллипс. Ну, в общем-то, полные замеры сделаем, ГРМ посмотрим, ГБЦ, то есть все оценим своим, скажем так, трезвым взглядом, продефектуем. Все подряд, еще раз говорю, менять не надо, ребят, дефектуйте, разбирайте. Для этого созданы все измерительные приборы, чтобы все дефектовать. После этого уже приговаривать, это надо менять, то надо растачивать, это надо фрезеровать. А не так, что машина только заехала, а им уже говорят, это менять надо, это все делать надо, то надо делать. В итоге там сумма такая выходит, что люди сидеют. Нет, мы так не делаем. Давайте будем приступать к разборке и показывать все это дело вам. Так, ребят, ну что, навесное поснимали, к навесному вопросов нет, там все целое, все хорошо. Так, далее, с коробки с механики слили масло, так по-моему, там оно выбегает, когда раздатку отпрягаешь. Цвет у него, мягко говоря, уже не очень хороший. И масло по-хорошему требует замены механики. Мотор внутри довольно-таки чистый. Shell лился 8-10 тысяч. Замены были, масло раз в год менялось, делалось ТО в автомобиле. Ну, в принципе, довольно-таки чистый. Цепь процентов на 40 вытянута, но это КС-шный мотор, это вполне нормально, то есть поэтому комплект цепи будем менять. Тут уже без вопросов. Так, далее, сейчас убираем цепь, распредвалы достаем, смотрим, есть нет царапины на распредвалах, это тоже очень важно, особенно вот в этих вот местах на первых клочках, если там будут большие выработки, то есть потеря масла, постоянно вылазить будут ошибки по муфтам, это всегда нужно очень внимательно смотреть. Далее, катализатора здесь нет, уже врезан резонатор, выпускной коллектор, нижний даже не смотрел, ну верхний когда отвернули, посмотрели, там уже резонатор стоит. Так, что еще? Да, в принципе, больше ничего. В данном автомобиле зачем-то снимался поддон, то есть переклеенный поддон, не заводской герметик там намазанный, видно на болтах герметик, то есть он зачем-то снимался, не знаю зачем, но что-то там делалось. По передней крышке я бы не сказал, что здесь она снималась, только поддон. Работаем дальше. Так, ребят, ну что, мотор мы полностью разобрали, полностью все продефектовали, все промерили. Начинаем с коленвала, он весь в размере, все с ним замечательно, все с ним хорошо. Никаких шлифовок, ничего не требуется. Далее по вкладышам, коренные, идеальное состояние, даже группу он видно, группа А видно, да? Да, видно. То есть все вкладыши коренные в отличнейшем состоянии, изумительно, а вот шатунные, как обычно у нас, вот такая вот история. Ребят, ну вот как вот ездить на таких вот, я не понимаю, то есть тут ясно. Еще более-менее, тут прям вообще была печать, тоже более-менее. Именно страдает нагруженный верхний вкладыш. Вот тут уже, вот это прямо чувствуешь, вводишь уже пальцем, когда в печатке, ты прям чувствуешь, это шероховатость этого вкладыша, что-то за напыление такое зеленого цвета, я не знаю. Но оно явно отпадывает и, ну еще бы маленько-то, в любом случае бы это... Беда бы случилась, здесь провернула бы вкладыши. В данное время тоже лежит у нас такой мотор присланный. Такие же вкладыши были. Провернула, насос заклинило. Ну, естественно, насос заклинил после того, как провернул вот эти вот
говновкладыши, потому как, ну, обычно насосы до рестайлинга, конечно, моторы, да, ходили там 250, где-то 1200-250, а потом уже начинались проблемы именно с балансирами, именно с масляным насосом. Он разваливался и уже тащил за собой вкладыши шатунные. Там стояли сталь-алюминиевые вкладыши, им, в принципе, ничего не доспевалось, если на них, на этих машинах не гоняли. А просто сам по себе насос изнашивался, давление пропадало и проворачивало вкладыши алюминиевые. Ну, это после 200 тысяч. А до 200, у кого проворачивают, у кого такие зеленые стоят, это именно из-за вкладышей. Вот эта вот история байда встречается. Далее по расходу масла. 4-й поршень. Кольца не, маслосъемные кольца не шевелятся вообще. Тут они сбежались еще. Это у нас 3-й. То же самое, не шевелятся, колом стоят в цилиндре. По-моему, самый лучший был 1-й. То же самое, не шевелится. Вроде только в одном первом цилиндре они шевелились. Ну, тоже уже все это дело нагаром начал подзаливать, но они, по крайней мере, вот оно видно, да? Они шевелятся. В первом цилиндре, в одном цилиндре кольца маслосъемные шевелились. Компрессионные, в принципе, не залегают. Залегают только маслосъемные, потому что некоторые говорят, при покупке надо мерить компрессию, там сразу будет понятно, расход масла есть. Нет, ребят, вы не поймете, замером компрессии есть расход масла, либо нет, потому что компрессионные кольца не залегают, а залегают именно маслосъемные. Только залегли маслосъемные, начинается расход масла. Компрессия вам, к сожалению, ничего не покажет. Лучше уж тогда смотрите эндоскопом, хоть более-менее. И то, сейчас покажу вам блок, не всегда эндоскоп покажет, есть расход масла, либо нет. Так, зажали, естественно, самые полные вкладыши. А-группа. Посмотрели, по зазорам 3,5-4 сотки, естественно, идеальный вариант. Будем ставить нормальный вкладыш, вот это вот говно вкладыш выкидывать. Сцепление корзина нормальная, выжимной не шумит, а вот именно сам диск. Уже видно, да, риски сносила, съела, поэтому диск будем менять. Далее идем по блоку. Сейчас заклеим версия маслоподачи, чтобы туда стружка не летела при расточке. По блоку фрезеровку делать не надо, блок прямой во всех плоскостях. И так, нигде просветов не имеется. Поэтому блок оставляем по цилиндрам, смотрим. Вот АКЕ, его не задирает. 2-й, 3-й, 4-й. Царапины есть, но это царапины именно нагар попадает на кольца и процарапывают. Это практически во всех автомобилях это есть, встречается, никуда от этого не деться, и ничего в этом страшного нет. Некоторые смотрят на эндоскопом, видят царапины. О, задиры пошли. Ребята, это не задиры, не надо путать, это именно царапины нагара, который летит на кольца, на компрессионные. А вот по цилиндрам не все так радужно. Зазоры видели какие? По 8,5 в верхних точках, потом ниже. Сейчас покажем. Ну, по 6. Где-то так. По 6 соток. Далее, вот в этой плоскости. Даже есть 4,5. Естественно, 4 сотки разброса это дофигище. Это очень много. Такого оставлять нельзя, именно 4-й цилиндр. Эти более-менее там максимум 3, то тоже много сотки. 1-й, 2-й цилиндр там по 2 сотки. 4-й, конечно же, раздул конкретно как-то его. Поэтому здесь в любом случае никакие замены колес не помогут. Именно расточка в 0,5. Поршней будем приводить цилиндры в норму. То есть это недопустимо, очень много, 4 сотки. Расход масла тоже из-за этого будет. Растачиваем в 0,5, 0,5 кольца и в принципе, как-то так. По блоку все понятно. В данном случае форсунки стоят на 15 год, это понятно, я их вывернул, уже подготовил заводские. Еще, ну, опять-таки, еще раз говорю, это не перегрев. Форсунки, в принципе, чем хороши, есть какой-то от них плюс, это вот именно разбрызгивание масла на стенки цилиндров для лучшей смазки цилиндров, чтобы не было масляного голодания у поршневой. Вот и все, никаких перегревов здесь речи не идет, температура рабочая, охлаждающая жидкость здесь очень маленькая, пусть стоит теплообменник у этого масла. В принципе, не страдают они перегревами, если, конечно, там не устраивать радиатор, и то, если вы устираете радиатор, еще раз говорю, не страшный перегрев локально не страшен, именно задирами он страшен, именно залеганием колец и расходом масла. Задирами страшно тогда, когда вы заправляете с плохой бензин, появляются детонации, где-то конкретно так
поджарили на плохом бензине, естественно, там огроменная температура в камере сгорания, естественно, начинает и поршни плавиться, и задирать, и так далее, то есть именно из-за плохого бензина, но не из-за перегрева. Так, сейчас рассухарим головку, посмотрим на таком пробеге, что там. Не думаю, что там что-то серьезное будет. Распредвалы все целые, все живые, все с ними хорошо. Притерем клапана, заменим сальники. Ну, как-то так. Сейчас составляем список на согласование клиенту и будем приступать к ремонту. Так, ну что, пришло время собирать у нас Sorento. Блок у нас расточен в 0,5. Поверхность мы не фрезеровали, так как она абсолютно прямая. Этого делать не нужно. Блок отмытый, все везде чистенько, все везде продуто. Все каналы продули, замечательно. Сейчас ставим форсунки, будем укладывать коленвал. Поршня старые уже выпрессали, новые специальные, которые для форсунок поршня, то есть выемки есть. Это самое главное. Поршня разные, первый, второй и третий, четвертый. Вот она выемка под форсунку идет. Далее кольца, естественно, 2,4. По поршням у нас 4,5 сотых зазора, в кольцах 0,3 зазор делаем. Ну, в принципе, все. Вкладыш шатуны я вам показывал, будем менять нормальные. Опять-таки, еще раз говорю, ну, тут уже вам принимать решение ездить вот на таком, либо разбирать да переделывать по-нормальному, чтобы не было головных болей где-нибудь в дороге, чтобы это все дело не встало. Но это в любом случае провернуло бы. Куда деваться? Прямо ты рукой чувствуешь, что вот эта вот зеленая, она какая-то шершавая. Аж на... Вот. Аж на палец тормозит в перчатке. Естественно, все это дело надо выкидывать. По коренным никаких нареканий нет, по вкладышам все с ними замечательно, даже группу видно. Некоторые пишут, вот даже вкладыши не меняете, это не ремонт, так далее. Ребят, если вы не разбираетесь, лучше молчите, при каких обстоятельствах нужно менять вкладыши, когда на них выработка, когда их напоило грязью и так далее, когда они как новые, для чего. И второе, когда вы меняете вкладыши, зажимайте хотя бы их, пожалуйста, а то уже много было прецедентов, когда привозят мотор после капиталки, ставят новый коленвал, даже вплоть до шатунов, вкладыши, а он клинит через 500 километров, потому что там зазоров либо нет в корне, либо в шатунах там по десятке зазора, потери давления масла идет, естественно, мотор тоже встает клином. Ну, учтите, пожалуйста, это. Так, будем переделывать, естественно, масляную систему, то есть ставить КДшный насос, поддон с датчиком КДшный, не просто поддон маленький, а здесь будет большой поддон стоять. Человек захотел именно по-человечески сделать, чтобы все было как было, то есть сохранить датчик уровня масла. Датчик уровня масла с КЕ на КД поддон не подходит, он, по-моему, короче, или длиннее, или короче, нет, КЕшный длиннее, КДшный короче, поэтому они не встают, и по креплению маленькая разница есть. Вот такие дела, здесь будет оригинальный поддон КДшный стоять под датчик, и датчик, естественно же, КДшный. В принципе, все, давайте будем укладывать коленвал, перепрессовывать поршневую, здесь также садится на горячее, будьте аккуратны, не перегревайте шейки шатуна, не доводите до синевы. Работаем. Так, ну что, блок у нас собран, блок у нас готов. Все, естественно, крутится одной рукой, без каких-либо усилий, все замечательно. Так, масло залили, маслоприемник систему прокачали, то есть давление пойдет в автомобиле практически сразу же. То, что нам потребовалось, и то, что нам не потребовалось, то есть старые запчасти все лежат. Все, естественно, везде промыли спиртовыми очистителями, все это дело продули, нигде ни пыли, ни грязи, ничего нет. Сейчас снимаем, ставим сцепление, дисципление у нас новый оригинал. Корзина выжимной, к ним претензий совсем нет, то есть без выработки, лепестки ровные, нигде ничего не просело, выжимной не шумит. Ну, в принципе, как-то так. Давайте будем приступать к установке блока. Так, ребят, ну что, блок у нас стоит, помпа стоит, крепление коленвала стоит, промежуток, датчик коленвала, все это дело провернуто, поверхность полностью обезжирили, очистили, готово к установке ГБЦ, сама ГБЦ. К ней вопроса, в принципе, не было, то есть сальники заменили, притерли, нагара не было, раковин нет. Ну, видать, хороший бензин был, то есть и как следствие пробег маленький, как следствие раковин особо-то не было, все протирка-то убрались. Сальники довольно мягкие были, понятно, вот они старые автомобили, пробег тоже немного, но все же новые поставили. Так, болты мобила с косьмаской намазали, чтобы нормально протянуть, обезжирили обычным растворителем, то есть здесь тоже всю прокладочку старую убрали. Все это дело обезжирили, чтобы это все хорошо приклеилось. Сейчас пробрызгаем клеем ее, а по краям вот этих вот местах герметиком обязательно промажем. Прокладка, естественно, будет оригинал у нас стоять. Ну, в принципе, все. Давайте приступаем к установке ГБЦ, протяжки. Пока протягиваем ее, то есть шланги, стартер, ну, корпус термостата, работа, в общем-то, есть. Давайте приступать. ГБЦ у нас протянуто, корпус термостата, стартер, все шланги поставили, щуп, распредвалы стоят. Все нормально, по зазорам еще раз пробежали, все хорошо, 3 десятки выпуск, 2 десятки впуск. Комплект ГРМ полностью новый стоит, естественно же, оригинал. Все клеймо имеется, башмаки также оригинал и натяжитель оригинал.
Сейчас передняя крышка, предварительно меняем сальник коренной, и клапанная крышка по навесному. Это все делается довольно-таки быстро. Час-полтора автомобиль будем запускать. Но обязательно нужно будет залить масло в коробку. Потому как сливали, потому как она там старющая была, будем заливать новое маслице. Радовать, скажем так, механическую коробку. Так, ну что, работаем дальше. Так, ребят, ну что, мотор у нас полностью собран, масло антифриз залито, воздушный новый стоит, дроссель помыли, старый антифриз из бачка выкачали, новый залили, все как полагается. Теперь будет в районе 6200-6300 входить от замены до замены масла, большой поддон, как вы все поняли. Далее, что еще сказать? Да, в принципе, больше нечего говорить, по навесному вопросов не было, пробег не сильно большой, даже надписи вон с ремня не стерлись, бандо видно, написано. Ролики тоже все нормально. Ремонт вышел в районе 143 тысяч под ключ. Про все за все. Тут, конечно же, вам решать, делать на таком пробеге автомобиля, не делать. Вкладыши вы сами видели. То есть, насколько бы их хватило. Мне кажется, где-то хорошо газу поддать. Вертануло бы. Но если бы вертануло, естественно, совсем другие цифры у ремонта были. Это первое. Второе, возможно, такое, что отрывает шатун и дырка в блоке. Дырка в блоке — это все практически, можно сказать, приговор. Ну, бывают такие случаи, когда можно заделать. Но в основном это приговор. Поэтому будьте аккуратны, опять-таки, кто-то скажет, кто-то кого-то разводит, денег клиенту девать некуда, да нет, клиент просто хочет ездить и не париться, голову не забивать, что где-то мотор у него в клин встанет. Поставили нормальные вкладыши, поставили нормальный насос, то есть, в принципе, все, автомобиль будет ездить. Главное, еще раз говорю, заливайте масла, пожалуйста, под допуском. Кто-то говорит, что автомобиль ему пригнали с Кореи. На крышке написано масло заливное 5,20 масла. Я соглашусь с этим. То есть даже когда корейские автомобили приходят именно с Кореи, в книжке написано не гуще 5,30, а температура там явно жарче, чем у нас. Кто-то говорит, что на юге нет, там 5,40, 5,50. В Корее, я думаю, пожарче будет летом, чем у нас. То есть там максимум 5,30 написано. 5,20, 5,30 мы советуем. Лето 0,20, 0,30 зима. Идеально, оптимально. То есть раз в 7 тысяч, конечно, менять, если вы много ездите, если мало ездите, было бы идеально. Весна, осень, перед зимой и после зимы. Автомобиль вам скажет только спасибо. Какие фирмы выбирать? Конечно же, вам решать. Главное, соблюдайте, пожалуйста, все допуски. Перед тем, как заливать это масло, посмотрите, подходит ли оно вашему мотору, либо нет по допускам сами. Потому что продавцы зачастую в магазинах сами ничего вообще не знают. Им надо вот продать вот эту марку масла определенную там. Они на допуске вообще не смотрят, советуют, да, хорошо, подойдет отличное масло, а сами не понимают, что вообще советуют заливать. Будьте аккуратны. Бензин 95, чтобы детонации было меньше. Детонация убивает мотор. Убивает любой мотор. Будь там хоть 8 форсунок, хоть 10 форсунок. Плохой бензин, хорошая детонация. Смерть мотору. Учтите это, пожалуйста. Так, ну что, давайте будем приступать к запуску. И слушать, как у нас автомобиль заработает. Все везде надето, все везде готово. Так. Опа. Раз. Масло в коробочку тоже свежее залили, оригинальное, хюндаевское. Давайте посмотрим, что тут у нас. Все везде четенько, все везде хорошо. Так, климат off. Давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Так, давление пошло. Передача все включается, все четенько. Сцепление очень мягонькое. Ну, здесь выжимной стоит, то есть в сборе с рабочим цилиндром сцепления. И все это дело очень мягонько работает. Конечно же, приятно ездить. Гораздо приятнее, когда выжимной и рабочий отдельно стоит. Так, ну что? В коробку залезло почти 2 литра масла. Там маленько совсем осталось. Работает ровно, ошибок никаких нет. Пробег еще раз зафиксировали. Год я вам говорил, 15 или 16, 15 года она. Машина сейчас будем прогревать до рабочей температуры, прогазовывать, минут 5 держать, после этого поднимать, смотреть, чтобы где ничего не капало, не бежало, и автомобиль можно выдавать. Еще раз говорю, мы занимаемся ремонтом давно, и у нас в приоритете, скажем так, делать дефектовки. Мы не те люди, которые даже до разборки уже знают, что надо менять, составляют полный список вообще, что в моторе можно заменить, вплоть до распредвалов, и говорят, вот это все обязательно надо менять. Мы так не делаем. Разбираем обязательно дефектовка, все промеряем. Перед тем, как ставить новые там запчасти, распредвалы, вкладыши, неважно, коленвал, шатуны, всегда зажимаем, всегда промеряем, чтобы зазоры были нормальные. Все сделать по-человечески, а не так, что выпнуть автомобиль и фиг бы с ним нет.
мы несем гарантийные обязательства, то есть нам нужна и важна наша репутация, поэтому все промеряем. Если что-то где-то возникает, естественно, по гарантии там меняем сальники, прокладки и так далее. Бывает такое, конечно же, тем более в наше время, когда люди научились сильно обманывать. Сначала Made in Китая отправляли обратно, а сейчас просто-напросто, мне кажется, просто бывает такое, что меняют упаковки, достают из Made in China и ложат Made in Korea и привозят. Сложно очень определить, бывает всякое, но если что-то где-то подтекает, меняем, конечно же, без проблем каких-либо. Ну, как-то так. Давайте послушаем снаружи и будем заканчивать. Кто-то говорит, вибрация есть. Да никаких вибраций нет. Что с ним, что без него, работает идеально. Работает ровно, работает очень тихо. Все замечательно, все хорошо. Я думаю, на этом можно заканчивать видео. До новых встреч, до свидания.